Всем привет, друзья! У меня накопилось очень много старых брюк, ненужные, которые никто не носит, они просто лежат и занимают место в шкафу, и я решила их использовать в очередной переделке. Итак, для начала я срежу штанины от брюк, максимально возможно, чтобы больше сохранить материал. Я распарываю по швам, если не получается, то разрезаю и отрезаю штанины. Готово. Получилась целая куча материала. И теперь будем разрезать штанины на полоски шириной 10 сантиметров и максимально возможной длины по длине штанин. Вот такие полоски получаются. И теперь мы все штанины, всех брюк разрежем на такие полоски. Готово. Я отделила светлые полоски от темных, и светлые полоски буду нарезать длиной 80-83 сантиметра. Темные полоски я сошью между собой в одну длинную полоску. Будет одна длинная коричневая, черная и темно-синяя полоски. Готово. Это светлые полоски длиной 80 сантиметров плюс-минус. А это темные полоски. Теперь я их разрежу на длину предполагаемого нашего покрывала или коврика. У меня это 2 метра. Я хочу сшить покрывало для дивана. Я разрезала все полоски. У меня получилось 18 полос длиной 2 метра. Далее нам необходимо сшить полоски следующим образом. Сгибаем в 2 раза и подворачиваем. И прострочить на 1 мм от края по всей длине полоски. Так мы сделаем как с короткими, так и с длинными полосками. Итоговая ширина полосы у нас получается 4,5 сантиметра. Готово. Вот что получается. Я прострочила все полоски. И теперь нам необходимо их прогладить. Готово. Далее я взяла киперную ленту, можно любую другую не тянущуюся ленту взять, примерно 1 метр, и начинаю накалывать наши темные длинные полоски
вот таким образом к ленте. Располагать цвета можно на ваш выбор. Я расположила таким образом. И затем я пристрачиваю наши полоски к ленте. Готово. Вот как это выглядит. И теперь начинается самое интересное. Мы начнем плести наше покрывало или коврик вот таким образом. Продеваем светлую полоску между темными через одну, протягиваем ее, расправляем и закрепляем с двух сторон булавками. Расправляем плотно, чтобы не оставалось дырок, прорех. И вот так закрепляем булавками. В процессе плетения необходимо постоянно контролировать ширину изделия, чтобы она не уменьшалась и не увеличивалась. У нас это 80 сантиметров. Итак, вплетаем последнюю светлую полоску, закрепляем внизу также все на булавке и прошиваем на швейной машинке по всему периметру на 1 сантиметр от края. Итак, готово. Вот что получилось. Далее срезаем со всех сторон лишнее. Готово. Края аккуратные. И далее обработаем края атласной лентой. У меня лента шириной 2,5 сантиметра. Вот таким образом ее прикалываем и также пришиваем на 1 мм от края по всему периметру. Итак, друзья, наше покрывало из старых и ненужных брюк полностью готово. Посмотрите, что получилось. Вот такой шахматный рисунок. Оно двустороннее, очень прочное, износостойкое и прекрасно смотрится в интерьере.
Друзья, если вам понравилось это видео, эта переделка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.